Новый электроскутер 2020 года Citicoca BR30 3000 Pro от компании Skyboard. Новый свет обещали и сделали. Для управления подойдут права любой категории. Без регистрации, без номеров, не облагается налогом. Проведем реальный тест-драйв, испытание на прочность, замерим реальную скорость и дальность поездки. Привет, друзья! С вами вновь Роман, испытатель электротранспорта. И это видеообзор нового электроскутера Citicoca Skyboard BR30 3000 Pro. И сразу к самому интересному. Перед вами электроскутер для поездок по дорогам общего пользования. Понадобится только водительское удостоверение, причем любой категории и ничего больше. Основанием является ПДД России, пункт 2.1.1 «Общие обязанности водителей», где четко сказано, что регистрационные документы на мопеды являются исключением из общих правил и не являются обязательными для предъявления сотрудникам полиции. Прочитайте, что должен предоставлять водитель мопеда. Водительское удостоверение. Должен. И все, я вам его предоставил. С чего вы взяли? Потому что оно у вас в руках, дрожащий. Если у нас любой, да, сел и поехал. Водительское только взял с собой. Естественно. Естественно. А вы об этом тесте не знали, да? Ознакомьте документально, пожалуйста. Я хочу посмотреть на этот пункт. Я в курсе о перечне необходимых документов, которые я обязан вам предоставить по требованию. Но я не помню, что там было про чек или талон гарантийный, или инструкцию по эксплуатации. Там написано регистрационные документы. И в скобках, кроме мопедов. Вы давно последний раз эту книжку в руках держали? Еще раз, все, что необходимо, это наличие водительских прав любой категории. А если у сотрудников полиции есть подозрение, что транспорт в угоне, у них должна быть ориентировка. На такой случай Citicoca Skyboard имеет собственный ВИН-номер на раме. Ой, ты давай, идите законы учите, учите законы срочно. Всего доброго, учите законы. Мощность мотор-колеса составляет 3000 Вт, что также не выходит за рамки категории мопеда. Что касается скорости, об этом поговорим чуть позже во время тест-драйва. Электроскутер абсолютно бесшумный, и среди начинающих пользователей двухколесных транспортных средств бытует мнение по поводу шума от ДВС, типа чем громче, тем безопаснее. Любителей разбудить детей в соседнем селе я сейчас огорчу. Это реальный миф. Послушайте мнение бывалого мотоциклиста, который, кстати, специально в своем видео в качестве примера едет на электрическом скутере. Вы вот, не знаю, кто за этот выхлоп выступает, вы вообще в машине сами ездите, у вас есть автомобиль? И желательно, чтобы это был не тазик, а нормальная тачка, приличная, да? С хорошей шумоизоляцией, с кондиционером, у вас окна всегда закрыты, играет музычка хорошая на каком-нибудь, не знаю, Харман Кардоне или Марк Левинсоне, да? Вы слушаете какой-нибудь музончик хороший, правильный. Вы услышите, что ли, как какой-то там прямоток, который издалека на вас пердит, причем пердит он назад по ходу своего движения? Да нет, конечно, вы его услышите в лучшем случае, когда он уже с вами поравнялся. Поэтому по поводу пассивной безопасности на самом деле фигня. Вот поверьте, что фигня. Что касается световых приборов, это действительно нужная опция, и свет Skyboard BR30 заслуживает отдельного внимания. При включении электроскутера включаются яркие ходовые огни, которые должны гореть независимо от времени суток, согласно правил дорожного движения. Производитель изначально пошел на уступки жадных на электричество клиентов и в первой партии отключил эту опцию уже с завода. Я же эту функцию подключил на тестируемой модели самостоятельно.
Будут ли подключать их на заводе в следующей партии, гарантировать не могу, но информацию производителю я уже передал. Энергопотребление LED-фары на самом деле само по себе незначительное, максимум 1-2% от общей емкости аккумулятора. Далее по фарам. С левой стороны руля находится тумблер включения ближнего и дальнего света. Освещение действительно мощное, так что просите настроить его на уровне предпродажной подготовки, чтобы не слепить других участников движения. Если вам и этого мало, можете кататься с включенной аварийкой, она уже предусмотрена в штатной комплектации. Включение производится нажатием кнопки под бортовым компьютером. Плюсом к этому вы всегда можете усилить свою видимость на дороге дополнительным светом линзованных фар. Тумблер находится по правую руку. Далее по управлению. Слева под тумблером основного света расположен переключатель поворотников. Еще ниже кнопка клаксона. По правой стороне руля рукоятка акселератора по типу мотоциклетного газа, отвечает за старт поездки и регулировку скорости. Логично, что для выезда на дорогу понадобятся и боковые зеркала. Они съемные в случае необходимости и имеют возможность быстрой регулировки. Ситикока 2020 года BR30 имеет возможность включения тремя разными способами. Первый с ключа, второй с брелока и третий с кнопки в верхней части деки. Кнопка беспроводная, и для включения необходимо снятие сигнализации. Штатная система защиты от дурака в качестве бонуса. Пока электроскутер стоит на подножке, тронуться с места у вас не получится. И здесь система активна вне зависимости от того, каким образом был произведен запуск электробайка – с ключа, с кнопки или с брелока. За безопасность во время поездки отвечает профессиональная гидравлическая система тормозов на оба колеса. Левый рычаг отвечает за торможение задним, а правый – за торможение передним колесом. Также в Ситикока BR30 встроена электронная система торможения задним мотор-колесом, которая срабатывает автоматически при легком нажатии на любой из тормозных рычагов. Колеса электробайка широкие, накачиваемые и прекрасно сглаживают мелкие неровности во время поездок. Но основой вашего комфорта все же является полноценная система амортизаторов. Спереди мотоциклетная вилка, а сзади двойные регулируемые воздушно-масляные амортизаторы, встроенные в основу конструкции маятникового типа. Сидушка, как вы заметили, действительно большая, и здесь могут свободно разместиться два человека – водитель и пассажир. Для удобства пассажира предусмотрены откидывающиеся подножки. Максимально рекомендованная нагрузка для электроскутера составляет 240 кг при собственном весе в 93 кг. Габариты и клиренс BR30 3000 Pro вы видите на экране. Ширина по рулю 90 см, высота по зеркалам 140 см, высота без зеркал 124 см, общая длина 206 см, высота по сиденью 78 см и клиренс составляет 19 см. По центру руля установлен информационный ЖК-дисплей с подсветкой, на котором отображаются все необходимые показатели. Спидометр, уровень заряда батареи, пробег с момента включения, активность световых приборов и поворотников. А также при включении электроскутера отображается вольтаж батареи и общий пробег за всю историю жизни электробайка. Штатная комплектация Ситикока BR30 3000 Pro не сильно уступает своим собратьям из более высокой ценовой категории. В качестве бонусов к электроскутеру владелец получает защитный чехол антидождь, крепление для телефона с USB-разъемом для подзарядки гаджетов, набор ключей, вместительный кофр для перевозки груза. К сожалению, в семье не без урода, и в этом экземпляре крепление оказалось слабым. Производитель уже в курсе, а работники заводов Поднебесной получили по шее. В комплектации также присутствует навесная сумка для ручной клади и 4-амперное зарядное устройство, которое заряжает батарею порядка 5-6 часов. Доступ к аккумулятору и силовому кабелю электробайка с ключевым доступом, так что просто так отключить систему сигнализации не получится.
В штатной комплектации установлена одна батарея, однако отсека, как видите, два, и если докупить еще второй АКБ, то дальность поездки можно увеличить в 2 раза. Примерная стоимость дополнительной батареи варьируется в районе 20 тысяч рублей. Точную стоимость на момент просмотра видеоролика уточняйте в магазинах дилеров. Электроскутеры доступны по всей России и даже за рубежом. Во многих из них есть возможность пройти тест-драйв перед покупкой. Но сколько электробайк сможет проехать на одном аккумуляторе? Давайте замерим реальную дальность поездки в городском потоке и максимальную скорость. Ситикока Skyboard BR30 3000 Pro. Отправляемся на тест-драйв. Ну что, друзья, начнем замер дальности поездки, замер скорости, посмотрим расхождение по бортовому компьютеру. В общем, полноценный тест-драйв для Skyboard BR30 3000 Вт. Включаем скутер. Смотрим вольтаж. Вольтаж 67,3, батарея полная, полностью заряженная. Общий пробег 74 километра. В общем, сейчас включаю GPS. Ну что, вперед, погнали. Посмотрим, на что способен этот зверь. Максимальная скорость электроскутера по GPS с моей нагрузкой порядка 95 кг достигает 57 км в час. Ситикока Skyboard BR30 3000 Pro поставляется также и на европейский рынок. Для поездок за рубежом предусмотрен ограничитель скорости в виде 2 фишек. Если их подключить, скорость не превысит 30 км в час. А вот что касается российских хейтеров, которые верещат по поводу того, что скорость 57 км в час – это грубое превышение в категории мопед, и вообще куда смотрят сотрудники ДПС, и давайте всех на бутылку посадим, все-таки здесь есть выход. Этот Ситикока можно ограничить скорости и до 50 км. Средний показатель в данном случае с моим весом 95 кг не превышает 45 км в час. По заявлению производителя, одного штатного 60-вольтового аккумулятора на 20 ампер-часов хватает для поездки на расстояние от 40 км и дальше, при идеальных условиях, которые вы сейчас видите на экране. Давайте посмотрим, какое расстояние удалось проехать мне и при каких нагрузках. Ну что, друзья, все, электроскутер выкатан полностью. Значит, по GPS получилось дальность поездки 50 километров 300 метров. Прям вот он уже еле-еле тянул на последнем мигающем делении. Оно мигает до сих пор, сейчас покажу. В общем, вот прям 49,8 у меня было. Он прям начал потихонечку, медленно тянуть. Значит, сейчас покажу. Вот оно мигает, как раз нижнее деление, вся индикация батареи. Сейчас я его выключу, включу, посмотрим вольтаж и общий пробег по одометру. Итоговый вольтаж сейчас 49,9 вольт на батарее и 124 километра пробега по одометру. Было у нас 74. Так, ну это, по-моему, вообще ровно абсолютно. 50 километров тоже. 50 километров по GPS, 50 километров по бортовому. Огонь. По-моему, вообще круто. Реально. Очень круто. Сейчас все показатели выведу вам на экран,
что по итогу вышло по дальности пробега, насколько хватило одного заряда батареи. Да, темно, конечно, уже не видно практически ничего. В общем, все показатели на экране, какая была нагрузка, средняя скорость. Таблицу технических характеристик и цену электроскутера Citycoco Skyboard BR30 3000 Pro на момент съемки видеообзора вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Подведем итоги. Citycoco Skyboard BR30 является полноценным транспортным средством для поездок по дорогам общего пользования. Не требует открытия дополнительной категории в водительском удостоверении. Если есть права, шлем и здравомыслящая голова на плечах, катайтесь на здоровье. Скутер имеет возможность установки дополнительного аккумулятора на случай необходимости в увеличении дальности поездки. Электробайк отлично подойдет для поездок в городских условиях, для тех, кто устал от повседневных пробок. Экономия семейного бюджета, никакого бензина и масла, никаких налогов, страховок, госпошлин для постановки на учет и отсутствие постоянных ТО. Из расходников на ближайшие 3 сезона, пожалуй, только тормозные колодки. Отсутствие шума и вони позволяет кататься даже ночью, как под окнами соседей, так и наворачивать круги вокруг ближайшего роддома. У электротранспорта в принципе огромное количество преимуществ, от эксплуатации закрытых производственных помещений до заповедников. Пишите в комментариях, что вы думаете о электроскутерах в целом, есть ли у электротранспорта будущее в нашей стране. С вами был Роман, испытатель электротранспорта и электроскутер Skyboard BR30 3000 Pro. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить розыгрыш, тем более впереди, как всегда, очень много интересного.